Привет, друзья! В 32-м выпуске подкаста «Сцена» мы продолжаем разговор о трекерной музыке. В 90-х годах демосценеры старались оснащать свои компьютеры двумя музыкальными картами. Первая была совместима с форматами Sound Blaster и Adlib и несла на борту 9-канальный FM-синтезатор. Вторая музыкальная карта была совместима с форматом Gravis Ultrasound и представляла собой Wavetable синтез, который мог играть цифровые инструменты. Здесь у меня самая простая карта из линейки Gravis, это Gravis Ace. Вы видите у него линейный вход, но карта не умеет оцифровывать звук. Вы просто должны были подсоединить к этому входу выход из своего Sound Blaster, и звук Sound Blaster, проходя через Gravis, микшировался с его собственным звуком. Связка из двух таких разных саунд-карт использовалась только в одной программе, в Scream Tracker 3. В моем компьютере стоит комбинированная музыкальная карта. На ней установлен и чип Advanced Gravis, и чип ESS, который отвечал за Adlib. Кроме того, у этой карты уже полноценный вход для оцифровки линейного входа и звука с микрофона. На борту у нее 1 мегабайт, интерфейс CD-ROM, в общем, все по последнему слову техники того времени. Композиции, написанные в смешанной технике FM-синтез плюс Wavetable синтез, можно перечислить по пальцам, вот они буквально все на экране. Надеюсь, вы уже насладились аутентичным мерцанием старого монитора, поэтому я переключусь в эмулятор, чтобы вам было удобнее смотреть. Начнем мы с композиции «Аватар» 1994 года. Вот так звучит, например, FM-синтезатор, а с пометочкой SMP у нас сэмплы. Барабаны, стринги, пианино. Но самое интересное, что в этой композиции они почему-то не используются. Используются только голосовые сэмплы. Посмотрим, как оно звучит в целом. По-моему, ужасно. Я не знаю, зачем было это писать, почему не использованы все остальные сэмплы, поэтому мы перейдем к следующей композиции. 95-й год, композиция называется Canon. Это ремейк музыки из старой и хорошо известной игры Cannon Fodder. В основном здесь адлибные инструменты, а сэмпл только один. По-моему, тоже ужасно, поэтому я перейду сразу к композиции Basshead. Это тоже 95-й год. Да, но здесь только адлибные инструменты, ни одного сэмпла. А вот Kevin из Future Crew. Композиция целиком с адлибными инструментами, но обратите внимание на сэмпл-текст. Здесь написано «Звучит неплохо, даже не понадобились сэмплы». Что это значит? Значит, сэмплы были, потому что первые 4 канала отведены именно под цифровые инструменты. Я думаю, там было что-то, потом Kevin это убрал. Самое удивительное, что кроме первых двух композиций мне не удалось найти ничего, чтобы использовало и сэмплы, и FM-синтез. Поэтому я решил восполнить этот недостаток и написать несколько таких композиций самостоятельно. Ротагилла. Кроме ударных, композиция исполнена в основном на адлибных инструментах, а сэмплы добавляют ревера или эхо, или такого еле заметного фона. Вот, например, такой аккорд. 8-битный шум виден на экране как мусор. Да, инструменты у меня два, с разным тембром. Другой аккорд. Но в композиции они звучат тихо, и поэтому 8-битного шума не слыхать. Адлибные инструменты, да, они есть. Колокольчик — это лучшее, что может выдать FM-синтезатор. Обратите внимание на барабаны, они продолжают звучать громко. Зачем? Допустим, у нас есть инструмент записанной акустической гитары. Это 16-битный звук, он чистый. Теперь мы поднимем его амплитуду на максимум. Это хорошо слышно на затухании сэмпла. Вот как было в оригинале. А вот как стало после увеличения громкости. Но дальше средствами трекера я буду воспроизводить именно это место тихо. Мне нужно будет изобразить примерно такое изменение громкости, ступенчатое, чтобы сэмпл зазвучал как в оригинале. В трекере это будет выглядеть следующим образом. 16, 13, 12 — это пики громкости, их 4. Буковкой D обозначена команда уменьшения громкости с разными скоростями. Так я воспроизвожу в трекере только что показанную огибающую громкость. А в целом это звучит так.
Я переведу этот инструмент в 8 бит. Gravis Ultrasound 16-битная карта. Он сыграет этот сэмпл в свои 16 бит, и 8-битный шум уменьшится до почти неслышимого предела. Теперь должен быть понятен трюк с незатухающими барабанами. Их громкость я буду уменьшать программно командами трекера, и вместе с уменьшением громкости будет уходить 8-битный шум. Вообще Scream Tracker использует только 8-битные сэмплы, но с помощью этой хитрости и с помощью 16-битной саунд-карты я добиваюсь таки качественного звучания. Ну, вы слышите разницу по сравнению с первыми двумя композициями. Из чего возникает вопрос, а почему так не писали в 94 и 95 году? И знаете, у меня на это есть ответ. Смотрите, в 1985 году вышел компьютер ZX Spectrum 128. Технически он может воспроизводить, например, такую игру. Задайте себе вопрос, почему именно такие шрифты, почему именно такой дизайн, почему именно такой сюжет игры? Для того, чтобы программист мог сделать эту игру на самом деле, он должен иметь за плечами целую историю и целую культуру игровой индустрии с мощными компьютерами в сотни и тысячи раз превосходящими по производительности ZX Spectrum. Сделать такую игру на слабой технике можно, но только как подражание чему-то большому. То же самое с трекерной композицией. Это возможно только на определенном этапе развития трекерной культуры. This is FM. В одном из прошлых подкастов я уже рассказывал про демонстрационный диск Gravis, на котором были записаны аудиотреки сравнения FM-синтеза и звука, который выдавал Gravis Ultrasound. Исходный 16-битный звук я расслоил на два. В одном были только старшие 8 бит, в другом только младшие. Если первый сэмпл звучал как обычный 8-битный, то второй содержал просто дополнительную информацию. Отдельно он слушается как шум, и в нем можно с огромным трудом угадать то, что он относится к первому инструменту. This is FM. Однако, если воспроизвести первый сэмпл на максимальной громкости, а второй на минимальной, то, складываясь, они дадут тот же самый 16-битный звук. Ну и смотрите, как чисто он звучит. This is FM. And this is ultrasound. На самом деле, если бы у Scream Tracker было 256 уровней громкости для каждого инструмента, у меня бы получился действительно 16-битный звук. Но у него всего 64, поэтому 2 бита там съедаются, получается 14-битный звук. Продолжая культурно-историческую тему. В 1982 году вышел компьютер Commodore 64. Технически он мог воспроизводить вот такую демку. Да только она не была написана ни в 1982 году, ни в 1992 году, потому что никому не приходило в голову, что можно написать такое и нужно писать такое. Должно было пройти несколько этапов развития демосцены, прежде чем такой видеоряд смог бы попасть на старый примитивный компьютер. Или, скажем, интерфейс Windows 8. Технически его можно было бы сделать и на компьютере BK0010, но практически до сих пор никто не перенес интерфейс Windows 8 на BK0010. Все это заставляет задуматься о ходе истории и развитии культуры вообще. Скажем, энтузиасты-одиночки пытаются воспроизвести постройку пирамид или установку статуй Моаи, или в одиночку плывут на плоту через океан, пытаясь доказать, что это было технически возможно в прошлом. Да, технически возможно, но практически совершенно невероятно, потому что эти люди знали, что хотят сделать, они знали, что хотят повторить. Фактически они повторяли достижения современной цивилизации. Тур Хейердал, переплывая на своем плоту к антике океан, прекрасно знал, куда он плывет, прекрасно знал географию, и на всякий случай невдалеке от него плыл спасательный катер. На мой взгляд, все это, а также музыка, которую вы слушаете, и демка, которую вы сейчас видите, совершенно не доказывает, что подобное действительно происходило в глубоком прошлом, на заре развития демосцены и компьютерной индустрии. Третья композиция — это премьера, она еще нигде не звучала, также адлибные инструменты, несколько видов баса. И вот она гитарка, с которой вы уже ознакомились. Она тоже не затухает в конце.
Зачем вообще было использовать адлибные инструменты? Послушайте, как изменяется тембр звука на всем протяжении его звучания. Такой сэмпл занял бы очень много места. Он даже не уместился бы в скринтрекеровское ограничение 64 килобайта на один сэмпл. Снова незатухающие барабаны. Один из ударных инструментов также разложен на старшие и младшие биты. Для этого Тарх, программист Sense, написал по моей просьбе отдельную программку, которая конвертирует 16-битный WAV-файл в обычный 8-битный и в добавочный 6-битный. Ну что, слушаем все вместе. Согласитесь, разница с модулями 94-95 года огромна. Раньше такое не могло быть написано по очень многим причинам, в том числе потому, что в доступе у трекерщиков того времени не было профессиональной звуковой техники, микрофонов, электрогитар, аналого-цифровых преобразователей, а сейчас это все довольно доступно. Ну и завершая исторические аналогии, вспомню случай, когда группа туркменских всадников осуществила конный пробег в Москву. Об этом писали все газеты, всадники были награждены какими-то орденами. В общем, все это воспринималось как подвиг. При этом у туркменских всадников были точные карты, автомобили сопровождения и доскональное знание климата. Руководители экспедиции выбрали самое лучшее время года, в которое вообще возможно такое путешествие. И туркмены потратили на дорогу 3 месяца. Обратно же из Москвы они поехали на поезде, потому что, во-первых, им пришлось бы ждать 9 месяцев для подходящего сезона, а во-вторых, это был бы повторный подвиг, который не все бы смогли, наверное, и вынести. Теперь задумайтесь, доказывает ли этот пробег те летописные свидетельства, которые говорят, что русские князья мотались в монгольскую орду за 3 месяца, а для монгольских военных такие походы были вообще плевым делом. И раскрою маленький секрет. Этот модуль никогда не появился бы на свет, если бы не было замечательного современного трекера Renoise, в котором я смог сделать набросок. И вот в подражание этому уже можно создавать что-то с использованием примитивных технологий. Теперь смотрите, как просто. Подтираем дату 2012 год, а если в модуле нет даты, то и подтирать ничего не надо. Очень хорошо, когда в тексте указана страна. Теперь Россия стала у нас родиной слонов, колыбелью демосцены и цивилизации. Правда, внимательный читатель заметит некоторые анахронизмы, типа микрофон для iPad, но название это можно заменить на какое-то другое. А то, что в тексте написано Mac Mini, так это не название модели 2000-х годов. Это автор выразился иносказательно. Маленький Macintosh.
Ну что, вот вам модуль 94 года. Разве не повод для гордости?